Привет, друзья, с вами Капитан Дэн Электрозаменитель. Это небольшой ликбез о всяких электротехнических штучках. Ну, вот здесь мы видим с вами несколько видов проводов разных цветов. Ну, во-первых, начнем с цветопровода. Вот этот желто-зеленый, обычно вы уже, наверное, знаете, это заземление. То есть он должен подсоединяться к корпусу. Но приборов и к заземлению в доме вашем он идет обычно мимо всех приборов, за исключением грузозащиты. Ну и специальной клеммочки, где это все соединяется, вся эта земля. Надо убедиться, что у вас есть земля, тогда этот провод у вас как бы имеет смысл его присутствия и подключения ко всем приборам. Если нет, его лучше вообще отключить от всего, и от щита, и от розеток. Другой цвет провода синий, обычно им обозначается 0 в европейских схемах. И вот видите, здесь есть буквочка N на приборах, вот конкретно на этом узлу, он подключается сюда, к N. Вход ко входу, выход у нас есть красный, черный, коричневый, это обычно фаза, по крайней мере в Европе так. Дальше у нас есть проходные клеммы. Вот эти вот так называемые проходные клеммочки. То есть как они работают? Сюда вставляется один провод, например, закручивается. Вот. И если у нас, это разъемное соединение, где-то окончание, там может быть два провода скрутились там вместе, они подключаются, естественно, это надо распутать, все сделать. Где у нас кусочек? То есть, вот эта лохматость, она не пойдет, ее надо обрезать. Вот. И вот у нас здесь чистый провод должен быть чистый, зачищенный, без окисла. Вот. И предположим, это второй контакт, он соединяется сюда, и они соединяются. Видите, что может произойти? Конечно, можно скрутить туда-сюда, но это проблема. Это общеизвестная проблема. Значит, я сейчас подценил, как делают многие электрики. То есть это просто петля, а на самом деле это, скажем так, два конца. Вот. Если посмотреть туда внимательно, видите, там провод такой немножко распушен, и серединка его вот там как болтики есть. Серединка его зажата болтиком, а края болтаются в воздухе. То есть фактически работает половина разъема. В месте контакта будет половина работать. Вот даже здесь видно, видишь, центральная часть была зажата, а края висели в воздухе. То есть это, конечно, можно выбирать контакт плотненький по этому размеру, но все равно это будет в какой-то степени не стопроцентно. Для того, чтобы был более четкий контакт, во-первых, а во-вторых, сам провод, вот видите, он все равно, он там как бы ты его не скрутил, он немножко такой воздушный. Ну и вообще в него попадает воздух, влага, он окисляется со временем. Значит, лучший вариант, тоже это надо все подбирать по размеру. Вот это у меня есть обжимка. Это не обжимка, это кусачка, которая занимается конкретно обжиманием проводов. Это такая с бачка обжимает, и есть кольцевая, которая по кольцу, она лучше обжимает. Я обычно пользуюсь ей, но, к сожалению, куда-то она делась. Для видео не нашел. Вот. Чем качественнее обжат контакт, тем лучше. Если там остался какой-то носик, он бывает длиннее, чем нужно, его можно откусить, все равно он не работает. Вот видите, он, не идеально, но, по крайней мере, он более плотно обжатый. Вот теперь, вот этот контакт, если я его зажму сюда, во-первых, здесь ничего не торчит, не пушится. Во-вторых, сам провод этот, мощную кнопку надо, естественно, делать. Видите, вот теперь это зажмется намертво. Вот через эту площадь будет полный, скажем так, фэншуй, полный контакт.